Друзья, вы на канале Dream Life, и сегодня мы продолжаем создавать интерьер мечты своими руками. Сегодня я начинаю делать мягкие панели, которые будут находиться вот здесь у меня за спиной в спальне и будут служить изголовьем кровати. В этом выпуске я покажу, какие материалы и инструменты я буду использовать, сколько все это стоит, ну и, конечно же, весь процесс изготовления и монтажа мягких панелей. Кстати, если вы также любите делать ремонт своими руками, то обязательно загляните в описание к этому видео, где я размещу ссылочки на свои предыдущие ролики, где мы делали вот такие вот гипсовые яичные панели, делали деревянный потолок с помощью кварц-винила. И, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые свежие выпуски, в которых я расскажу, как своими руками собрать и подключить умный дом, а главное, недорого. Ну что же, переходим к самому главному. Вот здесь за спиной у меня по дизайн-проекту запроектированы мягкие панели, вертикальные широкие полосы, и внизу будут тумбочки. Конечно, мягкие панели могут быть абсолютно разные по дизайну. Я думаю, вы видели в интернете различные картинки. Это могут быть и ромбы, квадраты, какие-то волны, каретная стяжка, какие-то детали неправильной формы. Можно использовать различные, например, молдинги золотые либо металлические в качестве декора и так далее, и так далее. Фантазии нет предела, но вопрос в том, как вы сможете воплотить это в реальность. Конечно, если вы обращаетесь к профессионалам, к мебельщикам, например, и заказываете у них, то у них есть и опыт работы, и специальное оборудование, и они смогут уже все это, конечно, воплотить в реальность. Но если вы решили делать сами мягкие панели, то выбирайте вариант попроще и отталкивайтесь от своих возможностей. У меня, например, нет специального оборудования, нет циркулярной пилы для того, чтобы распилить деревянное основание на ровные части, ведь болгаркой обычной вы не сможете выпилить идеально ровные края. Поэтому я выбрала самый простой вариант. Это вертикальные прямоугольные полосы. В качестве деревянного основания я выбрала OSB панель толщиной 12 мм. И там, где я покупала эти OSB панели в магазине, я заказала сразу услугу распила по моей карте распила. Распилили их буквально за 15 минут. Стоила эта услуга там всего копейки, может быть, каких-то $5. И я смогла увезти все эти уже готовые нужные мне детали на своем легковом автомобиле и таким образом сэкономила еще и на транспортировке, и на грузчиках. Следующий вопрос – это на что же крепить панели к стене. Вообще самый простой и, наверное, распространенный вариант – это приклеить их к стене на какие-нибудь, например, жидкие гвозди. Я решила пойти другим путем. Я решила сделать такую своеобразную обрешетку, которая будет служить каркасом для этих панелей. Для этого купила брусья 28 на 28 мм. Эти брусья будут прикреплены к стене с помощью винтов, а на них наверх уже будут крепиться панели, либо с помощью клея, либо, возможно, какие-то панели я смогу закрепить заранее изнутри тоже с помощью винтов. Таким образом, если мне когда-нибудь придется избавляться от этих панелей, то отдирать я их буду уже от этой обрешетки, не повредив стену. Еще этот каркас будет выполнять вторую функцию – это своеобразное визуальное утолщение панелей, потому что сама панель будет иметь толщину около 5 см, даже меньше. То есть деревянное основание 12 мм и поролон я купила 40 мм. Край этого бруска я также планирую огибать тканью, и таким образом это будет выглядеть цельная толстенькая панель, потому что мягкие панели, чем они толще, чем они мягче и пушистее, тем они будут выглядеть дороже и богаче. Так что не скупитесь на толщину панелей и на толщину поролона. Ну что ж, приступаем к работе. Нам понадобится болгарка, перфоратор и, конечно же, строительный степлер. У нас есть вот такая вот ткань, велюр светло-серый, купленная в интернет-магазине. Я вообще изначально хотела немного другой цвет, более светлый и без вот этих вот пятен, более однородный. Ну, в этом, наверное, и есть минус покупки ткани через интернет по картинке, поэтому, если есть возможность, лучше покупать ткань в обычном магазине по образцам. Но все-таки я решила оставить эту ткань и уже не перезаказывать. Итак, у нас здесь 6 метров, ширина ткани 140 сантиметров. Сейчас я отрезаю 2 метра, это у нас будет высота наших панелей. И затем этот кусок разделю еще пополам и таким образом смогу обить 2 панели.
моменты стоит обратить внимание. Это, конечно же, углы, которые должны быть одинаковые со всех 4 сторон. Поэтому нужно делать одинаковый вот этот загиб ткани со всех сторон и одинаковое натяжение поролона, потому что здесь он на этом углу как бы сплющивается, потом может быть не одинаковая форма углов. Поэтому сразу на это смотрим и стараемся сделать одинаково. Дальше нужно сделать равномерное натяжение по всей вот этой длине. И, конечно, одному это делать не очень удобно. Лучше, конечно, либо это делать 4 руки. Например, один тянет длинный отрезок ткани, а второй забивает сюда скобы. Ну, либо еще что-то придумывать. Посмотрим, что у меня получится. Закрепила по краям ткань, еще буду проходиться потом дальше скобами укреплять, но сейчас хочу посмотреть просто, насколько ровно получилась панель. И как мы видим, вот с этой стороны панель получилась в принципе ровная, а вот здесь, не знаю, видно не видно на камере, но видно такой небольшой кружок. Это еще решится путем натяжения ткани. Дальше здесь у нас так больше ровно. Вот здесь тоже есть пару мест. Так что сейчас эти места я еще буду немножко дорабатывать. Ну и потом пройдусь по периметру, все закреплю еще раз скобами и обрежу лишнюю ткань. Сейчас покажу вам яркий пример неравномерного натяжения. Вот посмотрите от угла. Волна пошла вот здесь, и потом вот тут. И дальше там тоже есть небольшая волна. Поэтому сейчас буду над этим работать и все это выравнивать. Кое-где придется скобы вытащить и заново натянуть.
мягкие панели. Стоимость всех материалов вышла около $140. Это с учетом строительного степлера, который стоил $15. Из материалов это 2 OSB панели, 10 брусков 28 на 28 мм и, конечно же, ткань велюр, которую я покупала, кстати, на Озоне. Но если вы хотите еще больше сэкономить и удешевить эти панели, то можно, например, выбрать ткань другую, какую-нибудь попроще, подешевле, например, рогожку. Можно не делать обрешетку и сэкономить на брусьях. И можно выбрать поролон, например, не 40 мм, а 30 мм. Но тогда и сами панели будут выглядеть намного проще и тоньше. Ну, у меня на сегодня все. Если вам понравился этот выпуск, если вам понравился мой конечный результат, то обязательно поставьте пальчик вверх под этим видео, мне будет приятно. Если есть какие-то вопросы, то также задавайте их в комментариях и, конечно же, подписывайтесь на канал. Сил и терпения с вашим ремонтом. Всем удачи, всем